Это животное знают взрослые и дети. Они встречались в некоторых популярных мультфильмах. Но самая главная их особенность – это способность маскировки. Всем привет! Вы на канале Мэри По, и скорее всего вы уже догадались, о ком сегодня пойдет речь. Удивительные хамелеоны созданы природой по-настоящему интересными и уникальными созданиями. Не так уж много существ на Земле обладает столь развитыми способностями к мимикрии, и это хладнокровные создания особенно ярко выделяются на их фоне. Конечно, их умение маскироваться и сливаться с окружающей природой иногда переоценивают, но от этого результат их эволюции не становится менее удивительным. Всего насчитывается 213 видов хамелеонов. Встретить их можно в материковой части Африки южнее Сахары и на острове Мадагаскар. Хотя некоторые виды встречаются также в Северной Африке, Южной Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Индии, Шри-Ланке и ряде мелких островов в западной части Индийского океана. Есть представители, обитающие на Гавайях, а также были зарегистрированы в Калифорнии и Флориде. Так как видов очень много, то и выглядят они по-разному. Большинство видов имеет длину тела 30 см, наиболее крупные достигают 50-60 см, а самые мелкие 3-5 см. Все они покрыты кожей с плотными, похожими на жемчуг гранулами, пересыпанными бугорками, утолщениями и наростами самого причудливого рисунка. Есть хамелеоны, которые облачаются в турнирный рыцарский шлем или украшают свою физиономию острым носом, как у Пиноккио. Другие обводят глазницы рядами жемчужных колье наподобие красавиц хиппи. Другие гримируются под миниатюрных носорогов с 2, 3 и даже 4 рогами. Хамелеоны, так же как обезьяны, обожают лазить по деревьям. Для этой цели природа разделила их пятипальцевые лапы на две группы по 2 и 3 пальца, покрытые роговыми чешуйками и заканчивающиеся когтями. Все дополняет гибкий хвост. Его хамелеон быстро оборачивает спиралью вокруг ближайшего упора. У хамелеонов уникальное строение глаз. Веки этого животного срощенные и постоянно покрывают глаза, но при этом имеются отверстия для зрачков. Оба глаза могут вращаться в любую сторону, независимо друг от друга. В ожидании своей жертвы хамелеон может сидеть на ветке неподвижно в течение длительного времени. Если близко появляется насекомое, то животное стреляет в него языком, снабженным присоской, у которого длина может достигать около 50 см. Обычно длина этого органа соответствует длине его обладателя, поэтому чем крупнее сама ящерица, тем длиннее ее язык. Но самый главный вопрос, который возникает при виде хамелеона – как же он все-таки меняет свой цвет? Если рассматривать кожу хамелеона в разрезе, то можно заметить, под прозрачным слоем эпидермы располагается толстый слой дермы. Две прослойки способны отражать голубой и фиолетовый спектр. Вокруг них располагается еще два слоя, один с желтыми клетками, а другой с коричневыми. Было установлено, что изменение цвета происходит в результате изменения температуры, освещения или даже настроения существа. А виноваты в этом особые клетки, называемые хроматофорами. Это греческое слово буквально обозначает «цвет несущий». Хроматофоры расположены как в поверхностном, так и в более глубоком слоях кожного покрова хамелеона и имеют разветвленную структуру. Разнообразные оттенки получаются в результате сочетания пигментных зерен обоих слоев поверхностного и глубокого. Интересна природа возникновения зеленых тонов. Это происходит благодаря преломлению лучей в наружном слое, который содержит много светопреломляющих кристаллов. Из-за этого окраска хамелеона может быстро поменяться от светлой к черной. Причем меняться она может как по всей длине тела, так и отдельными полосками и пятнами. Благодаря столь уникальному строению кожи хамелеоны могут менять свой окрас до мельчайших деталей. Все тело зверька переливается спектром оттенков. Экспериментальным путем было установлено, что способность менять цвет кожи у этой рептилии будет утрачена, если повредить зрительный нерв или лишить ее глаз. Из-за невидимости хамелеонов можно заметить только во время передвижения. Именно по этой причине ящерицы редко двигаются, предпочитая стоять и ожидать добычи. Основной рацион питания всех хамелеонов
считаются всевозможные летающие и ползающие насекомые, а также их личиночная стадия. Хамелеонами могут поедаться любые неядовитые насекомые в виде пауков, жуков, бабочек, мух и стрекоз. С момента появления на свет чешуйчатые пресмыкающие способны отличить съедобных насекомых от ядовитых. Поэтому случаи поедания ос или пчел не зарегистрированы. Даже голодными хамелеонами игнорируются такие несъедобные живые корма. Многими наиболее крупными видами хамелеонов иногда поедаются небольшие по размерам ящерицы, включая мелких сородичей, грызуны и даже мелкие пернатые. По сути, объект их внимания представлен абсолютно любой живностью, которую можно поймать при помощи длинного языка и затем проглотить. Также хамелеоны могут есть листья деревьев и фрукты. Потенциальными врагами хамелеонов в природных условиях являются достаточно крупные змеи, хищные звери и птицы. При появлении врагов ящерица старается отпугнуть своего противника, надувается, изменяет окрас и довольно громко шипит. Несмотря на то, что черный окрас хамелеонов может отпугивать хищников, несколько повышая шансы на выживание, только отвергнутые самками особи могут принимать такой цвет. Также слабые соперники, которые не смогли победить в схватке, могут удалиться с позором в траурном окрасе. В основном хамелеоны-одиночки. Иногда самцы могут проживать в целых гаремах с несколькими самками. Размножение происходит дважды в год. Во время брачного периода самцы готовы биться за внимание пассии. Во время боев некоторые ящерицы остаются с серьезными ранениями или вовсе умирают. Самки хамелеонов откладывают до 60 яиц. Некоторые закапывают кладку в песок, некоторые подвешивают целые кладки на ветвях. Инкубация длится 10 месяцев. Живородящие, а также яйца живородящие способны приносить до 15 ящерок. Через небольшой промежуток после родов они вновь готовы к брачным играм. Хамелеоны в среднем живут до 5 лет. Некоторые виды могут жить 15, а другие до 5 месяцев. Сокращение численности подобных животных связано с жизнедеятельностью человека, который расширяет сельскохозяйственные угодья за счет вырубки лесных массивов, которые являются природной средой обитания этих уникальных существ. В наше время известно о 10 видах подобных рептилий, которым присвоен статус под угрозой исчезновения. Почти 40 видов оказались на грани получения такого же статуса. Около 20 уже оказались на грани полного вымирания и могут исчезнуть с лица Земли в ближайшее время. Спасибо вам, что досмотрели этот выпуск до конца. Жмякните большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Берегите природу и всем пока!